вдруг появляются мужчины разного качества, разного возраста. И тут уже зал взорвался. Всем привет, дорогие друзья! Сейчас мы находимся с вами на Казанском вокзале и будем встречать Валентину Ивановну. Я с ней уже созвонился, сказала нумерация вагонов с головы поезда, у нее 9 вагон. Но вот здесь еще на расписании нет, вот есть 101 только, видите? Адлер, Москва. А у Валентины Ивановны 102, прибытие в 22 часа 38 минут. Но пока вот платформу ему не назначили. Ждем. Я уже по телефону с ней поговорил. На выходе она уже стоит первая возле дверей с чемоданом. И будет сюрприз на выходе. Что она там прикупила себе, вы увидите. Прям как она выйдет из вагона. Ну давайте, дожидаемся поезда. Я, кажется, ошибся. 101 он, вот он, прибывает, 22:38. Он 101, 102. Мне Валентина Ивановна сказала 102, сейчас я разобрался. Путь пока еще не понятен. Вот он, видите. В графе опаздывает, ничего нету. Ну и слава богу. Идет, наверное, по расписанию. Но пока непонятно, на какой путь придет. Вот, назначили 7-й путь. Идем. Сейчас уже здесь подписчица пришла. Вон она стоит с цветами, с блинами, ждет Валентину Ивановну тоже. Узнала меня, подошла. И вот сейчас мы вместе с ней пойдем на 7-й путь. 9 вагон. Вот она. С цветочками. Вас как зовут? Рима. Рима, вот. Валентина Ивановна хочет увидеть. Ну и мы идем. Так, ну вот он, поезд идет, дорогие друзья. И Валентина Ивановна с югов привозит. А мы вот на вокзале познакомились. Рима зовут. Почитательница Валентина Ивановна тоже вот с цветами блинов напекла. Будет сейчас угощать Валентина Ивановна. Валентина Ивановна мне сказала, сутки не ела. Почему? Объяснит сейчас. Мы сейчас попробуем с ней в Муму пойти. Я там уже меню исследовал. Ну, покормим ее. Ну и вот он поезд. Опаздывает на 3 минуты. 9 вагон. Смотрим, угадал я, встал на этом месте или нет. Что-то вообще нумерации нету. А, 4-й. 4-й. Ну, вон он еще. Не, наверное, надо дальше идти. Ну, идем, а то она первая. Ну, вот он, 9 вагон, вот этот. Вот здесь должна быть Валентина Ивановна. Вон она. Вот она в новой шубе. Валентина Ивановна прикупила. Вон она. Проводница тоже, видимо, ее узнала. Смеется. Блин, оказывается, я правильно угадал. Зря бежал. Обратно идем. И Валентина Ивановна в новой сочинской шубе. Валентина Ивановна. Ну, встречаем сейчас вот по мосту. Вот видите, Валентина Ивановна, вас пришли встречать. Не только я. Давайте сумку. Бросьте. Оп, выходите. Давайте, я его выкачу. Оп. Всего доброго, до свидания. Здравствуйте, легендарная женщина. Я специально приехала вас. Спасибо. Вот вам и блинов вам напекли, Валентина Ивановна. И блинов. Как Это изумительно. по заявкам телезрителей. Спасибо. Ну что, мы обниматься будем или как? Ну, давай, целуй. Ну, как добрались, Валентина Ивановна? С Краснодара. Живу 7 лет здесь, в Москве. Привезла дочь учиться. Давайте в сторонку чуть отойдем, чтобы людей не... Ой, А что тут у меня? у меня, вон она. Не надо. Все. Вот. А я думаю, я же смотрела видео, и сказали, что в 10 часов приедете. Игоря так запомнила по видео. Думаю, сейчас буду смотреть. Встану и буду смотреть. Получится, не получится. А вот получилось. А придете вот на поэтому. танцы?
Боится. Я же говорю, я одна, как бы у вас уже своя компашка, там как бы это. Причем здесь вы обязательно приходите, вы себя там будете очень хорошо чувствовать. У нас своя компашка, а мы просто будем танцевать и отдыхать. Приходите, и все, не забывайте это, обязательно. Игоречек, Валентина Ивановна, ну расскажите, почему сутки не ели? Или секрет фирмы? Потом расскажете. Потом расскажу. Потом расскажу. Дело в том, что... Игорек, Потом, говорит, расскажу, иначе не расскажу. Нет, я про другое. За все время, сколько раз я ездила везде, у меня никогда в жизни не было таких соседей КПП. Что, хорошие или плохие? Отвратительные. Да, а что за такое? За 24 часа было 3 фразы у нас произнесены, и причем я была просто поражена, я больше спала, отвернувшись от всего. Ну ты понимаешь, как я тебе сказать, я прихожу, начинаю от кровати это делать, Ага. да? Мужик стоит, вот так ручки сложил и наблюдает. Вот А- так наблюдает. А у вас что, мужчины и женщины были? Он с женой, У вас трое там было? Нет, 4-й батон наверху лежал, А. тоже он спал. Мужчина? Он же поезд пришел из Адлера, мужчина. Ну не в этом дело. И я, значит, ни туда, ни сюда у меня не получается. Он подлетел, а что, попросить нельзя? Я так опешила. Я говорю, вы знаете, я не хотела вас затруднять, я думала, я справлюсь. Вы москали все такие. И тогда я сказала, все, Москву не трогать. Разговор закончился. Это был первый вариант. Второй вариант был, значит, он хочет переодеваться, я ему говорю, извините, я сейчас ладно буду переодеваться. Он так дверь закрыл и на виду все стал все снимать. Я так сижу спокойно, говорю, вы меня думали удивить? Я что, не видела? Я даже видела то, что у вас там закрыто. Опять закончилось. Все. И третья была фраза. Мы легли и дверь. Мы обычно, когда едем, мы спрашиваем, закрыть дверь, приоткрыть дверь, щелочку оставить, все. Я говорю, что будем делать с дверью? Он с такой злобой мне бросает. Сейчас проводник придет и нам дверь закроет. Встал и со всего маха закрыл. Все. Больше за все эти сутки ни одной фразы я с ними не общалась. Отвратительные люди, мерзкие гадкие. Ну все, забыли, Валентина Ивановна. А забыли. посмотрите, ромашки. Рима запомнила, что вы ромашки А я любите. что, не оценила, что ли? Я тебе сказала, прекрасно, что именно ромашки. Прекрасно, что именно Ну, ромашки. идем в Муму сейчас. Ну, естественно. Игоречек, Сейчас я вас с Римой сфотографирую. Так, ну что, прошли мы контроль. Вот, видите, сумки тащу, а то опять будете говорить. Сумки не взял, да, Валентина Ивановна? Тихо. И в Муму идем. Сейчас посидим там, поужинаем, и Валентина Ивановна расскажет о своих приключениях. Народу много, она круглосуточно работает. Вон она, наше кафе Муму. Оттуда я ее провожал, Валентину Ивановну, ну и туда сейчас, туда и встречаем. Блин. Вот она. Все, идем. Так, ну, место заняли. Идем заказывать. Берем. Ну, цивилизацию. Так, давайте. Один возьмем пока поднос Пока или два? один, да, пока один, да. Так, что здесь будем? Винегрет Так. больше есть не могу. Все время Это я- не будем, а Нет, оливье? это исключено. А что не исключено, Ну, Валентина это Ивановна? салат с майонезом. Нет. О, сардельки вот эти, гляньте какие. А? Симпатичные. Да, давайте их Давай возьмем. возьмем. Сколько? 3 возьмем? Все 3. А их разве ты? А, ну да, ты. 3. класть. А вон те не будем, вон рядом какие еще лежат. Нет, те какие-то белые. Они вкусные. Ну, возьми себе ради интереса хоть одну штучку. Ну давайте. Да, это возьмем 3. Так. Так, здесь что? Есть, овощи какие, гречка есть. Валентина Ой, не Ивановна. хватит, уже наелась. Девушка, давайте. Гречки не будете, да? Так, вот эти вот 3 штуки нам положите. Это вот что, вот это? Сосиски. Ну, сосиски. 3 в одну тарелочку. Давайте в одну. Нет, давайте 2 в одну и 1 в одну. Вот так. Раз, два. С гарниром? Нет, будете гарнир? Нет, Гарнир я будете? посмотрю, я и не вижу пока. А вот, Я гречка, просто пюре. ела, да. Нет, нет, я гречку не хочу, я уже наелась. Ну, пюре будете? Нет, Или- всё. Ну, давайте так. Без гарнира. И вот во вторую тарелку вот эту сосиску и вон ту еще одну.
Да. О, сейчас мы... Валентина Ивановна, мы возле поезда даже внимания не обратили. Смотрите, какой... Это как правильно называется, Валентина Ивановна? Шуба? Овчина. Это вы в Сочи прикупили, да? Ага. А что, я замерзла? О, знаете как. Ну-ка покрутитесь. О. Шикарно выглядит. Это какой у вас? 27-й? 27-я шуба? Не надо шутить так. Не надо так Не, шутить. будут писать одних шуб. Ну а что делать, если человек замерз? Ну да. Ну давайте тогда все. Вот. Мы купили, смотрите, еще кофе, чай черный, 2 сосиски, 1 и колбаску. За все я отдал 2025 рублей. Вот. Ну и будем сейчас ужинать, и Валентина Ивановна нам расскажет все в подробностях. Народ жаждет, интересно ему. Так, ну вот мы пришли в Муму, как обычно. Показала вам, насколько мы набрали. Хотя, казалось бы, и немного, а ну, мясо дорогое. И сейчас Валентина Ивановна нам расскажет, поведает свою историю. Начнет прям, как добиралась на поезде, как, ну, все по порядочку. Да, Валентина Ивановна? Да. Сейчас немножко прожуем и Я начнем. попробовала, что мы взяли. Ну и как вам сосиска? Вкус есть. Вот блины. Валентина Ивановна домой их заберет, дома попробует и скажет, как. Да мы здесь Как попробуем и что? сейчас. Ну, может быть, и попробуем, если время будет у нас. Вы не торопитесь домой? А? Домой не торопитесь? Нет, абсолютно. У меня дома никого нет. Так, Сын. ну, что вы Чего? сутки не ели? Почему? Вот то из-за соседей, да? Да, из-за соседей не ел, а во-вторых, когда было оплачено питание, если в том поезде, который был в Симферопольской, давали выбор, а здесь не давали выбор, принесли кашу, а я кашу есть не хочу. Ясно. Ем. Вот. Ну, будем есть сосиски. Да, да, будем есть сосиску. Вот нормально. Так, ну что, начали мы трапезничать. А вот это не хотите попробовать? Вам она сразу не понравилась, да? Она внешне мне, все, что связано с белым, А напрасно, очень вкусная. я рада за тебя. Ну как помидор? Съедобный я отрезала, не знаю как. Он уже закрытый, как его решит? Нормально. Вы там где-то в городе брали, да, его? В этом, в пятерочке. В Лазаревском. Ага. Ну, шубы великолепные у вас, полушубок. Да, я очень довольна. Очень довольна. Легкий, теплый. Слушай, И сколько за него отдали, если не секрет? и не секрет, он стоил 10 тысяч, у меня даже этикетка лежит. Но так как я была первый покупатель, мне отдали за 8,5. Ну, умеете вы торговаться. Я потом рекламу сделала. Мне еще клик купили. Ну, видите, вы даже уже на рекламе зарабатываете. Молодец. А то целые сутки не ели. Да. Нет, я съела булочку, которую взяла оттуда, и стакан чая, все. Чай пили, да? Один раз. Один. 250 грамм, все. А ехали ровно сутки. Нате, попробуйте вот эту. Вкусная. Прям так ее закидывайте. Целиком. Ну и как? Да. Да. Вот кто-то спрашивал, Валентина Ивановна хлеб ест. Просто я не ем хлеб. И когда вот я был у Валентины Ивановны в гостях, она в знак солидарности вместе со мной не ела хлеб. А Да, я ем. так ест она хлеб. Скажи, плохой хлеб? Хороший. Хороший хлеб, точинский. Вы и белый там взяли еще. Да, да. Ну а
3 минуты поезд в Лазаревском стоял, да? Да, да. Ну как, все нормально, Ой, успели? да. Да. Среди нас посеяли панику, что поезд стоит 3 минуты, если не найдете свой вагон, бросайте вещи в любой вагон и потом По разберетесь. вагону, представляете, по вагону с Да, сумкой. слушай, они плохо знали меня. Так как у меня в запасе было 1,5 часа, я пошла находить начальство. И говорю, я не говорю о себе, у меня 2 ноги и нет костылей. А люди у нас, мало того, что с 2 костылями и с чемоданом, и все такое прочее. Как понимать ваше такое распоряжение? Тогда она нас успокоила. Успокойтесь, пока вы все не сядете, мы поезд не отправим. Нам стало легче. Ну да. Перед тем, как начинается посадка, начался дождик. Дождик. Укрытий никаких. В Лазаревском в центре платформа вот такая, а дальше вот такая и забор. Один мужчина посчитал, что каждый вагон 35 шагов средних. Значит, объявили, что будет с головы. У меня 9. Идет милиционер, я говорю, милый друг, скажи, пожалуйста, ориентировочно, как у вас они? Понятия не имею. Я говорю, тогда что вы делаете на этой платформе? Еще и на мента наехали. Да, да. А что ты думаешь, спуску давать? Вот. Наконец наша пришла начальница, очень приятная, хорошая женщина, и говорит, меня зовут там Марья Ивановна, я говорю, я Валентина Ивановна, я вас буду сопровождать. Я говорю, Вас именно или всю меня группу? лично. Я говорю, меня сопровождать не надо. Сопровождайте других. Вот. Она вызвала рабочего. Он повез тележку. Я на тележку погрузила Сумки. чемодан и сумку. Тележкой очень легко. Так он катил, а вы Я, рядом шли? пока я, все я. Тележку А- тоже вы катили? Нет, она, вещи лежат. А, Идет наш поезд. Я беру тележку и спокойно отсчитываю вагон и поехала. Она бежит. Дайте мне ради бога. Я говорю, не надо, я ее довезу. Но она отобрала у меня, тележку довезла до вагона, помогла поднять эти. У нашего вагона было 6 человек, а 3 минуты. Но, Игорь, что было приятно? Стоит проводник, ага. и у всех красный фонарь. А, ну, Отправление запрещено. держит, да. Да, потому что тех, кого привезли на тележке, ты сам понимаешь, пока их выгрузили. Причем самое интересное, что все, кто были у нас на костылях, на ходунках, с палками, ну, вес у них за 100-150 килограмм. То есть у людей в силу сидячего образа жизни, нарушенного гормонального обмена, они несчастные, они ходить не могут. И поехали в этот санаторий. И что, долго поезд стоял? Да, пока нас не погрузили. Ну, сколько? 10 минут? 15? Нет, самое Нет? большее минут 5. Минут 5, на 2 минуты. Нет. Всех запихнули. Вот так. Так? Давайте вы сейчас еще немножко съешьте и будете рассказывать нам с самого начала. Всё. Да, как, приехала, Ну вот немножко Валентина Ивановна голод утолила. утолила голод, да. Чуть-чуть. Вы периодически так закидываете вот эти Ага, вот. нарезали. закину. Ну давайте, как добирались туда, Так, когда я вас проводил? ты меня проводил, поезд был отличный. Соседка по купе была прекрасная. Мы ехали вдвое до самого конца, нам никого не поселили. Все было замечательно, вопросов не было никаких. Выгрузились. С питанием как было в поезде? Хорошо было с питанием, все было нормально. Наконец нас выгрузили в этом самом Лазаревском. Ага. Вот. Толпа немыслимая, огромная, 100 с лишним человек. Разных людей. И с палочками, и с ходунками и так далее. Но встречал молодой интересный человек, Костя, организатор.
У него Аврора, все. Табличка Да, была. табличка. Ну, мы стадо пошло за ним. Стадо вышло. А вас много было? 100. Ох, Юра, А ты? несколько вагонов. Конечно. Значит, мы пришли, подают автобусы. И вот здесь начинается шапито. Люди теряют человеческий облик. С чемоданами. По головам, Совсем по головам. Так, я долго сопротивлялась, стояла в стороне. А ехать-то надо. Наконец подали маршрутку. Я на маршрутку сумела влезть. И Так были маленькие автобусы. сначала большой автобус и одна маршрутка. А. Там 25 человек, а здесь 12. Я села, успела на второе сиденье одинарное, чемодан поставила, А как вы сжалась. сами чемодан затаскивали? Естественно, все сама. Но не в этом дело. Полезла публика, оставшаяся, с чемоданами вот такой высоты. Меня забаррикадировали вот так. И чуть не на меня не положили все, а я у стеночки сижу. Но не это интересно. Чем закончилось? Одного человека пришлось стояком везти. А, я думал, забыли. Нет, стояком везли. Да. Приехали, когда мы в эту Аврору, из Лазаревска, санатория Аврора. Всех высаживают, чемоданы берут. А я-то забаррикадированная, я вырезала последняя. И последняя пошла на регистрацию. Передо мной толпа хлынула. Все регистрироваться, расселяться. Ну, стали расселяться. Да я говорю, если можно, что-то поприличнее. Ну, дают второй корпус. Вам второй, да? Второй, третий этаж. 33 ступеньки вверх. Дом старый. Ни лифта, ничего. Ничего, 33 вверх. То есть каждый день у меня было 100 ступенек вверх, 100 ступенек, это самое. Это так, ураю? Это ты или я? Не, у вас нормально. Ну, вот все. Но пришла, телевизор работает, первая программа, никого нет, но полотенце лежит. Уже висит, да? Висит, да. Думаю, кто-то уже есть. Ну, я поселилась на двоих, поселилась. Долго никого не было, потом появилась женщина из Дмитрова, нормальная, хорошая, спокойная. Мы с ней провели отлично весь отпуск. Она смотрит... Дмитров — это Московская область. Да. Она смотрит телевизор, я лежу в кровати, читаю книги. Первое, что я сделала, пошла в библиотеку. И сразу взяла 8 книг. Так. Кстати, спрашивают зрители, какие книги читали вы в этот раз? В этот раз я читала больше всего Метлицкую, которую я брала. Дальше я взяла один томик Чехова для души абсолютно. И я взяла книгу какая-то Болдырева, которая написала об этом санатории. И я ее прочитала. Ну, то есть, а в основном, пусть они удивляются, я здесь тоже брала литературу не интеллектуальную, а литературу от... Любовную, да? Нет, любовный не ахти. И детектив любовный я брала такая, которая не заставляет задумываться. Ну и потому правильно. что я приехала и решила отдыхать. Но наше несчастье, так называемые лесные клопы. Вот такой величины. Да вы что, клопы Вот, в вот такой. номере? Лесные клопы. А, это какие ползали по вам? Послушайте, потолок, шторы, ванна. Мы как взглянули, а что делать? Тоня, моя соседка, и я начали салфеткой хватать, выбрасывать. Они опять по-новому. Нет, вроде ушли, легли спать. И вдруг я чувствую, у меня по щеке ползет. Я включаю настольную лампу, а он здесь. Самое страшное, боялись уха. Что в уши не заполз. Ухо. Всё Или в рот. В рот закрыт, ухо открыто. Схватили, выбросили, уже спать не хочется. Опять включила настольную лампу, стала читать. Но не кусали они вас? Они вонючие. Они И что, и каждую ночь такое было? Не только ночь. Вот я приеду сейчас домой, я буду все в коридоре выдыхать, потому что А уже, то, не дай бог, привезете уже с в собой. поезде уже 2 вылезли. А у вас вылезли? Да, у меня вылезли из сумки, из чемодана вылезли. Хотя мы, когда вещи складывали, мы старались все трясти. Ой, но была табличка. Граждане отдыхающие, не волнуйтесь, эти самые лесные клопы не опасны и т.д. и т.п. Не кусают. Не все кусают, да. людей. Но одну женщину вот здесь укусил. Все-таки укусил. Укусил. И у него такое пятно. Нас, к счастью, не укусил. Все.
Наверное, какая-то аллергия была у них. Так, ну мы приехали, двухместный номер, потом нас в час дня повели на... Я перебью. Долго расселяли по времени? Нет, недолго. Мы приехали приблизительно в 10, начало 11, в 11 нас расселили, но обед только в час. Поэтому чемоданы у нас пошли на расселение, а в час только обед. Значит, когда я поднялась на обед, спросила, какой что, шведский. И была аборигенка, которая уже отдыхала. Я говорю, скажите, вот вы уже отдыхаете неделю, у вас все нормально со шведским столом? Она, да. Я успокоилась, все, мы на лестнице стоим. Кстати, на лестнице 22 ступеньки вверх в столовую. Подождите, про столовую попозже расскажете. Про бытовые условия расскажите. Бытовые условия были приемлемые в том смысле, что в нашем номере был телевизор с одной программой. Какая программа была? Первая. Дальше тумбочки. Программу «Время» смотрели. Тумбочки 2. Я не смотрела ни разу. Тумбочки 2. Так, туалет открываешь, унитаз и кабинка душевая. Но кабинка душевая была в таком состоянии, что я думаю, где бы мне найти порошок, чтобы ее отмыть. Туалетная бумага была, хотя и мы привезли. Вы хорошо Это... сказали. Так. Туалет открываешь, унитаз. Я думал, туалет открываешь, а там просто дырка. Нет, а вот когда открываешь, там туалет и это самое. Всё. Понятно. Да. Тепло было по ночам в номере? Нет, тепло, отопление нормальное, все нормальное. Такой столик небольшой, на котором телевизор стоит, а внизу маленький холодильничек. Даже это было. Все. Холодильничек пустой был? Нет, я его загрузила. А как же, где же вы Пока говорите? ничем. Пока ничем приехала, у меня ничего нет. Абсолютно. Нет, я имею в виду, вы говорили, там как зона, не магазин. Абсолютно, пока не поехала на Красную Поляну и в Лазаревское. Я в Лазаревское поехала с молодым человеком под названием Гена, который меня повез в Лазаревское. Под названием Гена. Да, ему надо было оплатить телефон, а я говорю, вы были там? Я говорю, покажите, где здесь магазин. Он меня довел до Пятерочки. В Пятерочке я купила бананы, огурцы, помидоры, 2 нарезки и еще чего-то. А как территория? Территория роскошная, но не ухоженная. Неухоженная. Территория роскошная. Такие растения. 2 раза проходила экскурсия, все растения показывали. Показывали, все рассказали прекрасно. Но в одном местечке штук 20 нарциссиков, и все. Так, А что вы подразумеваете, неухоженное? Мусор то есть, или когда что-то? мы поехали в Лазаревское, там везде были уже анютки, примула и все остальное. Уже ковер цветов. Цветочки, Слушай, здесь ничего. 2 раза прорывалась на прием к директору санатория. Зачем? Его нет. Поговорить с ним я хотела. На какую очень. тему? На тему благоустройства территории. Вот. А его в Сочи. Я говорю, он когда-нибудь не бывает в Сочи? Ну, он, наверное, прятался от вас, Он скорее прятался. всего. Он прятался. От таких активных, скажет, если будут проситься, скажет, меня нет, я уехал Вот. в командировку. Так что все, расселились, ну и потом пошли к врачу. К врачу у меня был талончик на 5 часов. А, прям первый день? Первый сразу? день. И врач очень приятная женщина. А, это первый день беседы там с врачом? Нет, или никакой что? там беседы нет. Спрашивает, что я хочу. А. Я сказала, что я хочу. Я хочу ванну, я хочу кислородную бочку, я хочу грязь, я хочу ингаляции, и я хочу это самое фиточай. Вот, всего 5. Но все дается ровно по 5. Все по 5, да? Все по 5. Все остальное за деньги. А вот доплата за сколько вот процедура стоит? Бочка, Сейчас, например. сейчас я вам скажу. Так, ванна стоит каждая 300 рублей. Я беру 5. Ну, это недорого. 1500. Окей. Бочка. Дальше. Грязь 400 рублей стоит. Сакская грязь, крымская. Сакская, крымская. 400 рублей. Но я не брала 10, сказали достаточно очень. Кстати, результат налицо. Ну, я смотрю, вы помолодели лет на Нет, 20. нет, это другое, это я о другом расскажу. Вот у меня на пальцах были очень большие такие штуки. Прекрасно помогла, да? прекрасно. Ну и, Значит, можно сказать, у вас там было лечебное голодание. нет, это другое, сейчас я расскажу, не смейся. Не, про еду Да, потом. Да, Это это самое нет, интересное. про лицо, про лицо. Так, дальше. Это самое, ингаляции всего по 100 рублей. 100 рублей ингаляция я продлила. Все сделала, все так. А на море ходили? О, море. Море Ну, это вы мне сказка. рассказывали, Это расскажите сказка. зрителям. Нет.
Еще приехала молодая девочка, которой всего 24 года, которая дневала, ночевала в приемной директора и нашла его. И сказала, нашла, да, всё? И сказала, как же так? Мы на цементе стоим, вот так смотрим на море, а мы его не видим абсолютно. И уже буквально за 3 дня до нашего отъезда вызвали рабочих, принесли эти самые деревяшки, стали их пилить, лестницу сколотили и нас к морю выпустили. Это в последний день отъезда. В последний даже день, да? Конечно, потому что все забетонировано, все абсолютно заделано. К морю никого не будут пускать до 30 мая. Ну, вы ноги пополоскали хоть? Да, ноги и руки. Ноги. Все. Теплая вода? Нет, всего 9 градусов. Искупаться не суждено Нет, было, да? только из всего санатория один морж. Был у вас, да? Один всего. А во сколько спать ложились? Спать я ложилась так. После танцев я ложилась в 11 часов, 12. После прогулки я ложилась часов в 10. А вставали? Вставала по-разному. Так как у меня первая ванна была в 8:20, Утра. да, лавандовая, я как королева лежу. Кстати, впервые в жизни такая придурь. У Вани надо быть в купальном костюме. Это нигде и в одном санатории нету. А я пошла не в купальном костюме, я пошла в красивой ночной рубашке. Я думал, в костюме Евы. Нет. А когда она уходила, я поднимала абсолютно все и лежала совершенно. Ну, кто лежит в рубашке? Короче, вы Ваня? нарушали там Нарушала. режим с гигиеной, Нарушала. как в песне поется, да? Понятно. Так, ну и давайте теперь перейдем к самому интересному. Про процедуру еще расскажите. Вот я говорю, мне что понравилось в этом Вот про бочку. в этом отвратительном санатории. Все-таки отвратительно. Отвратительный санаторий. И всем я скажу, кому будут предлагать путевки, особенно кто с ногами не дружит, ни в коем случае туда ехать не надо. Это сложный санаторий для людей с опорно-двигательным аппаратом. Вы санаторий в Ялте критиковали, Нет, оказывается, нет, ну, нет, что я имею в санаторий виду, в Ялте в столовую ходить за туда, да. ступеньки только, все остальное. Здесь то же самое. Я должна отдать должное. А оказывается, Ялта и вот Сочи, небо и Да земля, вы да? что? Это сказка на его. А здесь очень лечебная база хорошая. И про ванны, которые лавандовые, есть хвойные и есть скипидарные. Я принимала лавандовые, она мне один раз предложила, давайте мы вам сделаем хвойную. Хвойная мне не пошла, потому что мне не подходит запах хвои. То есть у меня начался приступ астмы. Это ни к чему. Мы перешли обратно на лавандовую. Дальше. Бочка, углекислый газ. Знаешь, какая интересная вещь? Что за одни сутки, вот ты сидишь, ничего не делая, у тебя сердце перерабатывает, есть 100 тысяч ударов за одни сутки. Нифига себе. Да, и перекачивает крови 7200 килограмм. Это хорошо или плохо? Это хорошо, за одни сутки. За одни сутки. Кровеносных сосудов у нас оказалось, а там таблица перед нами висит, да? У нас 100 тысяч километров кровеносных сосудов. 100 тысяч километров. И за 75 лет, другого там возраста не было, 75 лет, да? 70 плюс. Да, 70 плюс, 75 плюс. 75 плюс. Да. Значит, он... Самая молодая там вы были. Да, было, значит... Потому что все сказали... Подожди минуточку. Значит, за 75 лет, значит, он сердце перерабатывает, значит, 2 миллиарда 700 ударов. Ого. 2 миллиарда 700 ударов. И около 100 миллионов тонн. Офигеть. Это за 75 лет. Интересно, а вот бочка, если продлевать, сколько стоит? Вы не сказали. 300. Тоже 300, да? 300. Ну Только вот. грязь 400 стоила. Все остальное по 300 и ингаляции 100. Вот вы заехали, Валентина Ивановна, туда одно самочувствие было. Через 18 дней вы выехали. Прекрасное самочувствие. Лучше, И чем когда заехали? Нет, намного. Мне очень помогли ванны, и мне очень помогла бочка. Очень. И лечебное голодание. И у меня лечебного голодания там не было. Ну, по Это неволе было оно было, по вынужденное неволе. голодание. Ты понимаешь, Игорек, это вынужденное.
голодание. Я смотрю, у тебя есть еще? Не, у меня есть все. Вот так. Ну, а теперь давайте про питание. Как Про кормили? питание Давайте от- по порядку По все. порядку от кромешной. То есть я хочу сразу сказать, чтобы вы... Чтобы все понимали, Валентина Да, Ивановна, я- качество продуктов хорошее было? Отличное, Отлично. приготовлено отлично, вкусно. Здесь качество питания вопросов нет. Вопрос к людям, которые приходят питаться. Я их назвала саранча. Ну, я которые- поясню, дорогие друзья, просто там был шведский Шведский стол. стол. Как говорят, вот, шведский стол, да, в кавычках. Нет, дело в том, ты входишь в 9:30, 10:30. С 9:30 там, наверное, уже перед открытием толпа уже, наверное, да? стоят на лестнице толпа, влетают, бегут, хватают. С выпученными глазами. С да? сметают все. Если ты подходишь чисто и ждешь, когда вынесут еще. А подкладываются? Подожди минуточку. Вот я шла, наливала чашку чая. Ага. Кстати, с чаем. Если сначала этот самый чай стоял вот так, а потом чай поставили в администрации. Даже чай хватали не один пакетик, Ведрами. а ведрами хватали чай, А, вы пакетики. имеете пакетики. Пакетики. С собой уносили, наверное. Да. Значит, Ужас. я наливала чашку чая, я брала хлеб, потом там никого не было, где морковка, свекловка, да, этого я немножко накладывала, так? А потом стояла и ждала, когда вся эта толпа схлынет, да? Но, к счастью, очень редко мне что-то доставалось хорошее. Где больше всего кучковался народ? Около второго. Возле котлет? Около второго. Возле мяса? А там не котлеты. Подожди. Ну, давайте Там- по порядку. Там, во-первых, была и рыбка, там было и жарко домашнее, там был плов, там было это самое чеханбили. Ассортимент прекрасный. Но если одна баба берет глубокую тарелку и наваливает с нее с подноса фактически все в эту тарелку, то кому Что на подносе было, Да, кому это достанется? Или передо мной стоит мужик и берет 6 котлет. Человек нормальный может, простите, сожрать 6 котлет? Никогда. Вот что значит халява. Так, халява. Дальше. Другой идет, тарелочку у него, и на тарелочке 8 хороших пирожков. 8. А какой по размеру пирожок? Нет, ну он обычный, нормальный. Ну, такой, пирог. Да? Ну 8. Ну, Игорь, уж на что я люблю Ну, да. печеное? Ну, я 2 возьму, но больше я не осилю. А тут 8 и мужик. И вот эта саранча съедала все. Поэтому у меня было, когда я приходила с ванны, ванна у меня была в 9:20, пока я принимала, я появлялась в 8:20, я появлялась в 9:10, а завтрак до 9:30. Там Уже шаром покатить, да? Нет. 2 раза мне повезло. На подносике лежало 4 кусочка непонятно какой колбасы. Я воспользовалась. Так, дальше осталось чего-то там еще такое. Чаще всего были блинчики. Блинчики были с вареньем. Значит, блинчик то 1, то 2 достанется. А если не доставалось, я вот показываю Хлебушек, сейчас. да? Нет, вот таких я была. Брала 3-4 куска хлеба, стакан сладкого чая, и на этом мой завтрак заканчивался. Ну, хоть сахар был там, или только... Сахар, да, А что же, успевала. не подкладывали, да? Подкладывали. И все равно Нет, жрали я всё? пошла Жаловались? Нет, к администратору. Он сказала: милая Валентина Ивановна, мы все порции увеличили в 2 раза. В 2 раза мы увеличили. Все равно не хватает. Сжирают все. Ну слушай, ну Игорь, ну ты знаешь саранчу? 8 котлет, нифига, 6 котлет и 8 пирожков. И с собой, небось, утаскали. Ну если сидит тетя, которая не умещается на одном стуле. Я не знаю, может она больна, может у нее что-то. Ну, да. судя по 8 Но- пирожкам, вряд ли Да, она больна. но она одну тарелку, вторую тарелку, третью тарелку, и все съедает. И даже еще с собой в целлофан хватит. С собой тоже берут, да? Не разрешалось, но клала. Ну, воровали, Так, короче. я 2 раза нарушила режим. Были очень вкусные ватрушки с вареньем, джемом абрикосовым. Я вместо одной съела 2. Такое было. Было 1 раз. Согрешили вы. Согрешила, да. Вместо одной 2 взяла. И 1 раз были булочки пушистые, воздушные. Я съела тоже. Все. Не взвешивались там в начале и Не после? вешала. Там негде не взвесить. Нет, мне ничего не было. Ну, по ощущениям,
похудели или прибавили? Похудела по брюкам, похудела. похудели. По брюкам похудела. Ну ничего, может быть и Это к хорошо. лучшему. Котлеты. Это хорошо. Вы котлет тем более мало что там намешали в них, да? Нет, я котлеты особо не брала. Ну и даже Нет, Игорек, я лучше брала или картошку. Вы ешьте, а то я вас забалтываю. Или картошку брала, или кашу. Там давали пшенную кашу. Кашу вы любите. Какая каша была? Булгур, пшенная и гречневая. Ну вот на обед что вот было там? О, на обед самое интересное. Давайте. Ну, пока закусите, я выключу. Так, ну, дальше рассказывайте. Значит, Игорек, самое интересное, это были первые блюда. Готовили изумительно. Суп гороховый, Ваш любимый. любимый, харчо, так, рассольник, лапша грибная и суп с красной фасолью. Это Все попробовали? Не только наливала целую большую тарелку, это меня и спасало. Спасло от голода, да? От голода. Так что ни второго мне ничего не доставалось, даже супом наедалась. Вот так. И салаты они делали очень хорошие. Они салаты делали оливье, они салаты делали с капустой, они салаты делали еще с чем-то такое. Оливье ели? Ела, потому что с майонезом. А вот они сделали хороший салат с огурцами, но сделали со сметаной. И они притронулись. Так, сметана уже была там в нем, Да, да? салат уже сделанный, да. Да, Не заправляли, да? да, да. Выпечка была очень хорошая первое время, потом выпечка стала портиться. Чего? Не знаю. Вот стала какая-то клёклая, не пропеченная, а вначале прям мы булки брали, для меня печеные, ты же знаешь, Ну как да, я да, обожаю. да. Вкуснота необыкновенная. Вот так. Так что со столовой проблема была большая. И я хочу сказать, нашего человека никогда не воспитаешь на шведский стол. Сколько бы там ни положили, чего бы ни положили, эта саранча съест все почесту и домой унесет. Ну, просто хотели вот как лучше сделать, чтобы людям там вот положил себе сколько, Нет, ну, оказывается. Игорек, но у меня же в этой самой в Ялте. Втрамбовывали в себя. В Ялте. А в Ялте тоже шведский Нет, был? в Ялте была заказная система. Заказная. Определенный стол. Я заказывала. У меня все лежало, все стояло. Да. И не надо бы мне было ни 2 яблока жрать, ни 3 яблока жрать. И локтями расталкиваться Они все лежали, все нормально. Ну да. Все. И всем хватало, и все Всем были хватало, довольны. все были довольны, все наедались. Все наедались. А все. здесь, видите, Да. ну это Да. может быть когда-то. Да, нет. Но, Игорь, я была за границей. Шведский стол, если наша группа советская приходила. Ну, То же самое, да? То же самое. Наш народ не исправит. Абсолютно сметает все. Ну да. Обидно, обидно. Ходили в администрацию, ходили жаловаться. Нет, не жаловаться Ну не не ходила. жаловаться так. Не вы, а кто-нибудь, кто еще там. Жаловаться я люди. не ходила, я просто выясняла ситуацию и говорила, вообще-то, каким путем можно хоть что-то изменить. Но если чай стали выдавать у администратора по одному пакету, ну это позорище. Это позорище. Чтобы чай выдавали по пакетику, значит, надо оскотиниться до такой степени, что тебе чай выдают. Не знаю, правда или нет, одна зрительница, вот мы когда с вами по телефону разговаривали, Да. я уже вам сказал, что я записал разговор, потому что люди просили, и она в комментариях написала, вот, была в санатории где-то, и видела, как одна баба, женщину ее назвать трудно, Нельзя. Колбаса типа салями, вот была Да, нарезана да, только, да. она ее брала каждый день и уносила, и набрала столько, домой увезла. Может быть, байка, может быть, правда, ну, Нет, это правда. я Это- больше нет, склонен верить. Нет, Игорек, это верить. правда, но в нашем санатории они молодцы. И какая у них машинка резальная, я не знаю, резать, которая. Но резали колбаску так, что она на свету светилась, Ну, это понимаешь? так, Ну, можно то есть- настроить на любую толщину. Да, вот. И поэтому там много не утащишь. Даже если возьмешь 4 кусочка, это фактически один кусочек. Полноценный Да, такой, всё, более-менее. да, поэтому здесь не утащишь. Ну Да. да. Так, ну и про танцы расскажите. Но танцы разные. Как На голодный желудок-то хорошо танцевалось, наверное. Нет, дело в том, что А, еще ужин мы не охватили. Ужин. А. Ужин ужин расскажите та же про самая ужин. история. Та же самая история, что и завтра.
все то же самое. Налетают, хватают и все. Я пару раз попыталась в первых рядах быть, но бабки тебя шарахают. Вот так шарахают. Я думаю, не, это не для меня. Я иду попозже. А ужин по времени со сколько до С 6 до 7. С 18 до 19, да? Час. Ну, в принципе, немного тоже довольно. Час? Один час, да. Час достаточно. Час достаточно. Ну и про танцы. Танцы. Значит, на второй же день по приезду были танцы. Мы явились на танцы. Я, как порядочная дура, оделась. Пришла. Все как положено. А как глянула, кто пришел? Все в спортивных костюмах, все в брюках и так далее. Я белая ворона среди черной стаи. Ну, я постояла. Прилично одеты были, да? да? Да, постояла. Потом начались хорошие танцы. Музыка хорошая была? Музыка хорошая. Все встали в круг, как обычно, стали танцевать. Я танцевала в кругу, как все, как обычно, ничего выдающегося. Наконец, Ира, ведущая. На шпильках были? Шпильки у меня не было, я не брала. На каблуках, была она без шпильки. Ира выходит и говорит. Ира это кто? Ведущая. И говорит, как я понимаю, я узнала, это Валентина Ивановна из Москвы. Я говорю, да, это Валентина Ивановна из Москвы. Берет меня за руку, выводит и говорит. Разведку донесла, да? Да, разведка донесла. А теперь, говорит, посмотрите, пожалуйста, как надо являться на танцы. Что вы стоите все в брюках спортивных и все. На спортивную физкультуру, пожалуйста, ходите, всего доброго. А не на танцы, понимаете все? Вот так, ладно. Мы продолжаем в этом хоре танцевать. Вдруг появляются мужчины. Разного качества, разного возраста. Разного качества, хорошо сказали. И разного возраста. В основном не просроченный продукт? Или Нет, нормальный? нет, нормальные. И один там вроде ничего. Я думаю, ладно, он танцует вроде в моем стиле. И когда заиграли быстрый танец, он так пригляделся, как я танцую, я пригляделась, как он танцует. И мы с ним в центре зала начали отрываться. Ну, фактически это был рок-н-ролл. Рок-н-ролл. Нашли общий язык. Общий язык, да. За нами следующие поползли. И тут уже зал взорвался. Тут уже не начали в кругу стоять, а начали все. И вот этот вечер был такой. Танцевал весь зал, танцевали все со всеми, там еще был и все. Но была одна хохма. Приглашает меня дядечка, 2 метра ростом, килограммов 250. А я ему и под подмышку достаю. А танец медленный. 250 килограмм? Да, медленный. Значит, пригласил, ну я ладно, пойду, пошла. А он мне заявляет, а вы знаете, я долларовый миллионер. А я ему так спокойно говорю, вы знаете, вам не повезло. А я как раз евромиллионер. Я говорю, да, представьте себе. Теперь он говорит, понюхайте, как у меня пахнет мой парфюм. Я думаю, так, крыша поехала по полной. Я говорю, хорошо, сейчас понюхаю. Ой, я говорю, вы знаете, очаровательный парфюм. Как говорят, Валентина Ивановна, между дождичком шурша, крыша едет не спеша, да? Вот, а теперь я говорю, а теперь вы у меня понюхайте за ушком. Как мое за ушко пахнет, а ведь здесь Шанель номер 5. То есть я изгалялась по полной программе. И думаю, милый, куда ж ты приехал? И что же у тебя с головкой-то? Совсем не дружишь, абсолютно. И вот он так продолжал все время. Понимаете? Ну, то есть он спокойный, уравновешенный, опасности не представлял. Но крыша поехала по полной программе. И таких, которых там поехала крыша, было выше крыши. Короче, с ними, кажется, не сваришь, да, Валентина Ивановна? Ну, а как танцы в общем и целом? Так, первые прошли прекрасно, было интересно, хорошо. На вторые... Это вот вы про первые Да, сейчас про первые, рассказывали. которые... На вторые пришла танцы через день, там через день пришла. Народу было поменьше и уже не так танцевали. Мы в основном в кругу танцевали, просто отрывались, да. На третьи танцы пришла, там вообще всего 8 человек. Я повернулась и ушла. Так, на четвертые танцы пришла, было побольше, новые подъехали, да,
Но это уже были только круг. И я уже ходила в брюках и в свитере. Я больше ни одного наряжались. раза, ни разу не одевалась. Только брюки и свитер. Один единственный раз оделась. Ну, короче, у вас полное разочарование. Абсолютно. Во всем. И в танцах. Нет, не во всем. Я не разочаровалась в лечении. В лечении. Единственное в чем. Не разочаровалась. Но разочаровалась в погоде, В еде. в еде и в расположении нашего санатория. До Сочи 86 километров. До Лазаревского 58 Ого. километров. Нас, как я и сказала, поместили в зону Зона особого режима. особого режима. Так, ближайший магазин 3 остановки от нашего санатория. А билет стоит 75 рублей. И что? Я поеду в магазин за 150 рублей? Да не в Да? Ну жизни. да, и, наверное, и маршрутки-то ходят там. Нет, там не маршрутки, там автобусы. Автобус. Часто ходили автобусы? Или Я как? не знаю, я Не знаете? ездила только в Лазаревское. Дальше у меня была экскурсия на Красную Поляну. У меня была экскурсия в Сочи. А вот там Понятно. увидел. Ну, короче, Кто там тебе понравился? да нет, там лежит этот мужик все. Лежит? Лежит. Вы не видели, что ли? Пьян бухой, наверное. Нет. Ну и в общем и целом вам все это не в понравилось. общем, мне все не понравилось. Погоды не было, Еды не было, развлечений не было. танцев не было. танцев Ну, в не конце концов, лечение хоть хорошее Да, было. и говорю, я отлежалась, отоспала, отчитала книги, проделала процедуры. В этом принципе я довольна. Можно подумать, вы дома книги не читали и не лежали. И Две не... библиотеки. Две Ну, библиотеки. и не лежали, и не Лежала. А то прям так говорите, там отоспались, кому-то дома у вас Гоняли. вагоны разгружать заставляют. Гоняли. Да, понятно. Ну и давайте, как ехали обратно? А Красная Поляна тебя не интересует? Красная Поляна, давайте про Красную Поляну. Красная Поляна – прекрасная экскурсия. Прекрасная. Как добирались туда? Туда организованно на организованно автобусе. всё было. Привезли, высадили и повели в ресторан пообедать перед тем, как там Вы двигаться. одним днем там были? Одним днем. Но рано утром в 7:50 уходил автобус. Я надеюсь, в ресторане-то еды хватило вам? Игорек, там я взяла уху из форели и хачапури. А хачапури принесли вот на Вы там за свой счет? за свой счет. Принесли вот на такой вот 8 вот таких кусков. Мы там с женщиной скооперировались. Да. И когда с нами две сидели другие, они сказали, мы вам сейчас по 100 рублей дадим, дайте по кусочку. Я говорю, спокойно ешьте, никаких 100 рублей не надо. То есть нам съесть этих 8 кусков Нереально просто. нереально. Мы и этих накормили. Ну, вот, Дальше видите. мы поехали. А уха как была? Отличная. Понравилось Прекрасно. вам, да? И все это стоит приблизительно Лучше, чем 1000 ваши? рублей. Нет. Нет. Да, давайте дальше. Так, дальше пошли на подъемник. На подъемнике один иностранец чуть меня не убил. Как? Так, Как он так? в темных очках, он одет как космонавт, с огромными лыжами, он ринулся, он ни черта не видит, ну и меня... Ну а вы-то без лыж, вы что туда поперлись? А мы на турникет, А как это? Что я до 3-го уровня не поднимусь? Ты чего? Я и 1-й уровень, и 2-й уровень, и 3-й уровень. Кстати, фото я тебе покажу, меня там сняли на последнем 3-м уровне. Вышло солнце яркое, белые горы, все остальное просто прелесть. То есть экскурсия была изумительная. Фотографии наделали? Наделали, но они не проходят, мне много наснимано. Ничего-то не идут. Памяти, наверное, у вас Нет, мало. есть память, все. Там совсем не работает ни интернет, ничего. Ничего не проходит. Не, ну на телефоне это осталось у вас? Осталось. Ну В и самое главное в телефоне все есть. Это вы просто Всё. не могли разослать, похвалиться. Не, А я так- не хвалюсь никогда, Ну, как как- тебе известно. Не, ну я это Да, просто- не поддевай меня, я никогда не хвалюсь. Ну просто я так сказал. Так, ну и дальше И что? все, прекрасно. Потом мы съехались, я все 3 уровня на этих тележках проехала, спустилась и гуляла А по... спустились опять на подъемнике? Не на лыжах же вы Нет, спускались? на подъемнике, лыж у меня не было, я не катаюсь. На лыжи Я не посмотрела- встаете, да? Да. Так, и потом гуляла по этой Розу Хутор, посмотрела все эти здания. Ну, что тебе сказать? А вы
50 лет назад были там? Нет. Там не первый Там, раз это- были. там не было ничего этого, во-первых. А во-вторых, я там не была. Но я говорю, что все очень помпезно. очень дорого всё. Очень дорого. Даже все скопировано с Курашвили, Куршевили. Куршевель. С него. Этот же архитектор все это делал. А, да. Но мне понравился значок. Вот такой. Что за значок? Понятия не имею. Просто сама это самое Роза Хутор. А, купили или на Нет. память давали вам? Покупать надо. Покупать. 700 рублей. А, вы вот о чем. А я и не стала. За 700 рублей вот такой значок нет. Я взяла просто эти самые магнитики. Ну вот вы уху взяли, вам сколько денег отдали за ресторан? А я всего 1000 рублей. 1000 рублей. С хачапури. 1000 А, рублей. вы всё. уху и хачапури, и все. Все. А, вы 1000 совсем рублей. немножко. Нет, вообще я хочу сказать, в Сочи все страшно дорого. Дорого, Все дорого. страшно дорого. Везде. В Ялте дешевле Абсолютно. было? В Ялте намного дешевле. Абсолютно. Но и дорого настолько необоснованно. Просто необоснованно. Представляешь, ну пирожок с капустой за 100 с лишним рублей. Мгм. Ну и, Валентина Ивановна, закончился ваш отдых, и как добирались обратно? Обратно добиралась, хуже не бывает. Опять хуже, да что ж такое? Ага. Но я здесь схитрила. Я приехала с чемоданом из Лазаревского. У нас, вот я тебе про это хотела и сказать. Я схитрила. У нас было два потока. Один должен был уехать 20:30, второй 21:30. Я должна была уехать 21:30. А я пришла где 20:30. И думаю, если будет свободное место, я уеду заранее. И действительно пришла вот эта маршруточка, и там всего 4 человека. Вы спокойненько, да? Изумительный водитель, помог погрузиться, и я прям сидела на первом месте. А- И спокойно. По времени сколько вы от Лазарева? 15 минут. 15 минут. Ну, 15. недолго это. Все. Рядышком. И там уже наши сидели, мы все свои чемоданы составили. То есть уже там все наши были, все к этому поезду. Добрались хорошо. Давай. Ну, про то, как вы грузились в поезд, вы рассказали. Да. Как ехали в поезде? В поезде ехала, спала. Тоже немножко спала и на читала. платформе вы рассказали, что Да, спала и соседи, читала, да, и соседи никудышные. Все. соседи никудышние, ну а здесь вас встретили И Игорек встретил. И жен- поклонница. И женщина из Рима, Краснодара, Рима её зовут. Рима. Да, покажи вот самое. Да, вот. Вот. Да, сейчас давай хоть посмотрим. Ну что- да, покажите. Что там нам Да, нагрузили. блины. Блинов напекла Рима. Ромашки любимые Валентины Ивановны. Вот. Ну, это мы Подожди, вы видели. здесь чего-то еще есть, смотри. Ну, давайте, покажите. О, Вам надолго хватит блинов, да? до утра будем сидеть, Игорь. Не-не-не. Пока не съедим. Завтра на танцы. Нет, сейчас я тебе расскажу, я сейчас кое-чем убью. Ну, Ну, давайте я. подожди, вот, О. все. Так, давай. О, блинов сколько. Ой, какая это ей надо отдать. Ух ты, гляньте. Так, Как ну, вы любите, тоненькие, Валентина Ивановна. Скушай, Игорек, скушай. Один давайте я Ну, попробую. давай, Краснодар. И запивай этим. У меня запивай. кофе есть. Ух ты, вон, гляньте. Вы прям, Валентина Ивановна говорила, что тоненькие блины. Вот, это вот, я стоял, ждал Валентину Ивановну, но вы в начале ролика тоже, наверное, видели. Ой. И Рима, она вот из Краснодара, живет в Краснодаре, а здесь у нее дочка, и вот она сейчас у ней. Ну и как вам, Валентина Ивановна? Да, вкусные. Блины, что надо. С кофейком. А вы с чайком, со свиданицем. Если вы не будете, сюда прям покидайте их и дома съедите. Не выпендривайтесь. Я не выпендриваюсь. Кидайте прям туда, Валентина Ивановна. Игорек, я просто заверну. Не надо. Будет жирно, а Я сюда... заверну, чтобы оно не портилось, доброе. А, ну вот так вот, да. И вот все. О. Как вам блинчики? О, и сверху вот так. О. Вот так, все. Закрывай. Я тоже попробовал. Спасибо, Рима, вам.
Да. Очень вкусные Очень блины. вкусные. И Блинчики. говорю, нельзя человека кормить сразу на убой после голода. Ну да, а то Это мне будет плохо иначе. желудок может не справиться, да? Да. Ну туда вот. Это- чуть-чуть. И может быть сумку потом. Ну это Нет, мы нет, выключим нет, потом. отдельно, там все будет Отдельно, нормально. да? Ну, вроде Валентина Ивановна все рассказала. Будем потихонечку заканчивать. Сейчас скоро будем. Все съели. Морс тоже возьмите, Валентина Ивановна. Сделаю, Дома. не волнуйся. А я вот кофе допиваю. Нет, такое впечатление, как будто что-то другое пьешь. Не, кофе. А я и говорю, кофе А. показываешь все время. А то подумают, что что-то Ну, правильно. Ничего другого у нас нет. Не, потом. Ничего другого нет у нас, Это факт. к сожалению. Так что. Так, ну. Валентина Ивановна мне сейчас такое интересное рассказала, но мы ни в коем случае этого пока говорить не будем. Правильно, Валентина Ивановна? Правильно. Со Пока временем, это секрет. уверяю вас, со временем вы это узнаете. Вот сейчас я выключил камеру, Да. и мне Валентина Ивановна рассказала. Вы очень будете ошарашены и очень будете довольны. Да, всё, Но пока. как только все, Будет возможно. да, и мы обязательно с Встань. Валентиной Ивановной где-нибудь в кафешке сядем И и вам расскажу. все расскажем. И покажем всё. Ну, а мы сейчас все здесь вот Закрываемся, поужинали, да? время уже 1:30 ночи. Ничего страшного. И мы сейчас Не будем страшно. потихонечку Двигаться. выходить на улицу, Да, заказывать такси. Сейчас И уже спокойно Валентину будет, народу Ивановну мало, да. отправлю, да, я до дома, до хаты. Да, всё. Пока еще не прощаемся. Нет, не прощаемся. Так, ну что, заказала такси. Вот. Через 2 минуты будет. Ждем. Ну, Валентина Ивановна, расскажите что-нибудь. Ой, Игорек, Цветочки у вас как я ромашечки. рада, что ты встретил меня, что я не одна, что сейчас еду домой, о котором уже соскучилась. И здорово. Но холодно, холодно. Шуба моя пригодилась. Ну вот, и Удивительно. шубка у вас красивая. Вот Ничего. вещи Валентины Ивановны. Ну и будем, наверное, до свиданькаться, Валентина До Ивановна, со свиданья. зрителями. Да. Как да, обычно мы делаем Да. вот так. О, Ставим лайки, подписываемся Да. на канал. Да. Валентина Ивановна да. читать будет комментарии, хоть видео теперь посмотрит, Все, да, да. Валентина Ивановна? Ну и будем заканчивать. Да. Всего вам хорошего и до новых встреч. До новых Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте. Так, всё. Все, до свидания, Валентина До Ивановна. свидания.